Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я вяжу самые простые анатомические варежки спицами. Модель настолько универсальная и простая, что получится даже у новичка. По ходу видео свяжем резинку, добавим петли для пальца, свяжем основную часть, сделаем ее закрытие. Перейдем к вязанию пальца и закроем пальчик. Большим плюсом видеоурока является то, что я вяжу и правую, и левую рукавицы одновременно на одних круговых спицах. Очень просто и понятно, без сложных расчетов и записей. Я использую пряжу от Artland. Это пряжа российского производителя на итальянском оборудовании. 45% норка, 20 мериносовая шерсть, 5 шелк, 20 нейлон и 10 металлик, микропаетки. Вязать я буду в 2 нити. Ссылку на пряжу для вас оставляю в описании под этим роликом. У меня приготовлены спицы номер 5 на длинной леске. Это для основного полотна. Также у меня приготовлены спицы номер 4 для вязания резинки. Дополнительно приготовила сантиметровую ленту, ножницы и маркеры. Из одной упаковки пряжи 5 мотков получаются теплые варежки, двойная повязка на голову, а также теплая снуд-манишка. Ссылки на эти подробные видео оставляю для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Расчет количества петель очень прост. У меня есть стиранный образец, связанный в 2 сложения нити спицами номер 5. Снимаю замер по лицевой глади. Нахожу количество сантиметров, где четкое количество петель в ряд. У меня в 7 сантиметрах получается ровно 13 петель. 13 делю на 7 и умножаю на обхват руки, не учитывая большой палец, на 19 сантиметров. Еще раз. 13 петель делю на 7 сантиметров и умножаю на 19 обхвата руки. Округляю до числа кратного 2. Набирать на каждую варежку буду 36 петель. На спице номер 4 в 2 сложения нити с 2 мотков. С первого мотка я достала нить из центра и с края намотки. Набирать можно любым удобным способом. Я набираю классическим на одну спицу. Спица заходит сверху, подхватывает петлю у большого пальца, у указательного и возвращается к большому пальцу. Первые 2 петли. Все последующие от большого снизу вверх, от указательного снизу вверх возвращаюсь в петлю большого пальца. Петли на первое изделие набраны. Отодвигаю их по леске в сторону, убираю моток пряжи в сторону. Со второго мотка пряжи точно так же набираю 36 петель тем же самым способом. Все набранные петли перевожу на гибкую часть спиц. Теперь мне нужно разделить их пополам. 36 ровно делятся пополам по 18 петель. Отсчитываю с 1, 5, 10, 15, 18. Заламываю леску и протягиваю ее. И с другой стороны то же самое. 5, 10, 15, 18. Заламываю леску и делаю протяжку. Важно поправить все так, чтобы кромка набранного ряда смотрела в одну сторону, а рабочие спицы друг на друга. Важно понимать, что это 2 разных изделия и не путать рабочие нити и клубки. Я распределила нити в разные стороны и начинаю вязать, используя рабочую нить левой рукавицы.
Сейчас у меня ряд начинается с резинки 1 на 1. Поэтому первую петлю я провязываю лицевой. Она ровно ложится за заднюю стенку. Далее изнаночная за переднюю. Снова лицевая. Так до конца ряда 36 петель и до конца спицы 18 петель. Первые 18 петель провязаны, закончилась изнаночной. Я переворачиваю вязание и теперь перемещаю спицу так, чтобы текущие петли у меня были на спице. А те, которые уже провязаны, протягиваю спицу и перемещаю их на леску. Здесь начинается с лицевой петли, так как закончилась изнаночной. Продолжаю вязать резинку, еще 18 петель. Первый ряд первой рукавицы готов. Следующим рядом еще она притянется на этом участке, и такого расстояния не будет, полностью закольцуется. Убираю в сторону эту рабочую нить, перехожу ко второй рукавице. Еще раз внимательно проверяю, чтобы кромка ряда смотрела в одну сторону, без перекрутов. И точно так же начинаю с лицевой петли. Хорошенько потягиваю нить по 18 петель с одной и с другой стороны. Снова переворачиваю вязание, перемещаю текущие петли на спицу. А эту спицу делаю рабочей. Продолжаю ряд. Первый ряд резинки провязан и справа, и слева. Слежу, чтобы нить, относящаяся к правой или левой рукавице, не перескакивала на работу с другой рукавицей. Хорошенько потягиваю нить. Эту рукавицу убираю в сторону и начинаю второй ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь ряд стянулся. Этот край начала нити потребуется, чтобы сделать его красивым и аккуратным по окончанию работы. Продолжаю вязать необходимое количество рядов. У меня провязано 19 рядов. Это около 7,5 сантиметров. Важно проверить, чтобы 19 было и с одной, и с другой стороны, потому что если спицы окажутся в обратной позиции, одна варежка будет на один ряд больше. У меня 19 рядов здесь и 19 рядов здесь. Сейчас я меняю спицы на пятые. Теперь вяжу пару рядов лицевой гладью. Лицевую провязываю за переднюю стенку, чтобы она не была перекручена, и изнаночную за заднюю, тоже лицевой. Лицевую за переднюю, изнаночную за заднюю. Тогда петли ложатся ровно. Вот сейчас мне нужно пару рядов и перехожу к вывязыванию пальца. Готово. Теперь мне нужно маркировать точки, на которые я буду ориентироваться при вязании пальца. Это правая варежка, это левая варежка. Беру маркеры и маркирую предпоследнюю на правой справа и предпоследнюю на левой слева. Следующие остальные ряды лицевая гладь. Сейчас вяжу до маркера. На левой варежке буду делать добавление слева, на правой справа. Добавки буду поднимать из предыдущего ряда. Вот маркированная точка. Слева от этой точки я поднимаю добавление и провязываю его за заднюю стенку скрещенной лицевой. Получается добавка с наклоном влево. Перехожу на другую сторону варежки этой же. Здесь вяжу без изменений каких-либо добавлений.
Точно так же по этой стороне и выхожу на сторону с маркером. На правой варежке делаю добавление справа. Поднимаю нить предыдущего ряда так, чтобы провязать лицевую скрещенную за переднюю стенку. Таким образом у добавления будет наклон вправо. Завершаю первый ряд с добавками. Далее буду добавлять через ряд, то есть следующий ряд по узору без добавлений. Потом снова добавляю на правой варежке справа от маркированной петли, на левой слева. У меня начался 5-й ряд глади, и в этом ряду буду делать добавление. Акцентирую внимание, что на левой варежке, она у меня слева, я делаю добавку слева от маркированной петли. Вот маркер, провязываю и слева поднимаю так, чтобы провязать добавление с наклоном влево. Готово. Провязываю до конца этой спицы. Вот что у меня получается. Добавки идут через ряд. На правой варежке я буду делать, как только довяжу до этого момента, добавление справа с наклоном вправо. Правая варежка. Поднимаюсь по маркированной петле, провязываю 2 лицевых и поднимаю петлю так, чтобы провязать ее скрещенной лицевой с наклоном вправо. Готово второе добавление. Так, для пальцев мне нужно сделать по 10 добавок. Так как добавление делаю через ряд, нужно провязать 20 рядов в общей сложности. Продолжаю ряд за рядом, не пропуская добавления. Еще раз внимательно. На правой варежке добавки справа, на левой варежке добавки слева от маркированной петли. У меня провязано 19 рядов, это порядка 8 сантиметров от резинки. И 20 ряд идет без добавлений. Здесь по 10 петель с одной и с другой стороны уже добавлено. Следующим рядом довязываю до маркированной петли. На спице у меня должно остаться, как в начале вязания, по 18 петель с каждой стороны. Вот она, маркированная петля. Все остальные 10 петель я снимаю на дополнительную спицу. У меня булавка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с этой стороны остается последняя 18 петля этого полуряда. Делаю протяжку спиц и перехожу на другую сторону. В этом же ряду я точно так же снимаю и эти 10 петель дополнительные, добавленные для пальца, на правой варежке. И перехожу к вязанию на каждой варежке по 36 петель. По 10 петель на правой и на левой варежке остаются в стороне. Продолжаю вязать ряды, пока глубина изделия не дойдет до мизинца, после чего буду делать убавление основной части. Итак, ряд за рядом по 36 петель в ряду на каждом изделии. От проймы пальца провязано 20 рядов. В сантиметрах это 8,5 сантиметров, до резинки 17 сантиметров. И уже почти скрылся мизинец моей руки, поэтому сейчас буду вязать убавки.
Следующим образом, на каждой спице у меня 4 спицы, так считаем. Первую петлю я провязываю лицевой, далее переодеваю петли так, чтобы провязать их с наклоном к центру, за заднюю стенку лицевой, наклон убавления к центру рукавицы. Далее вяжу, не довязывая 3 петли до конца ряда. Это первый ряд убавлений. Здесь за переднюю стенку захватываю 2 петли, провязываю их лицевой. Получается убавление с наклоном к центру. Вправо убавление, влево убавление. Все убавления провязываю с наклоном к центру рукавицы. И последняя лицевая. Так на каждой спице. Убавки делаю в первом ряду убавлений, второй без убавлений, в третьем, в пятом. После пятого буду делать каждый ряд. Итак, довязываю ряд с убавлениями. Еще раз, первую петлю каждой спицы лицевой, далее с наклоном к центру 2 вместе. И в конце ряда, снова не довязывая 3 петли, 2 вместе и последняя лицевая. Первый ряд убавок провязан, его маркирую для себя. Еще раз повторюсь, убавление на данном этапе я провязываю в первом, третьем и пятом рядах. Сейчас второй ряд, он без убавок. Вяжу до 5-го ряда. 5 рядов провязано, сделано по 3 убавления. 1, 2, 3 через ряд. Со следующего ряда буду делать убавки в каждом ряду. Сейчас на каждой из спиц по 12 петель. Делаю убавление в каждом ряду, пока на каждой из спиц не будет по 4 петли. У меня осталось по 4 петли с каждой стороны. Отрезала нити с небольшим запасом, вставляю в иглу по ходу вязания и переношу петли на иглу. Сначала левая рукавица, разворачиваю вязание, еще 4 петли. Подтягиваю не очень туго, замыкается здесь макушка моей рукавицы. Увожу нить наизнанку. Здесь разделяю нити и создаю узелок, после чего можно спрятать нить в глубину. То же самое проделываю и со второй рукавицей. Так выглядит закрытая варежка. Аккуратно и достаточно плавно. Теперь мне нужно вернуть петли пальцев на спицы, добавив по несколько петель. Здесь у меня делилось 5 и 5. Вот мне с каждого края нужно поднять по 2 петли. Здесь немножко захватываю одну, следом вторую и переодеваю еще 5 петель. Таким образом будет по 7 петель на каждой спице. Протягиваю. Здесь то же самое. 5 с булавки. И 2 поднимаю с противоположной стороны. Одна и вторая. Готово. С этой стороны то же самое. Протягиваю на дальнюю спицу. Сначала набираю 2 петли.
удаляю булавку. 7 получается с одной стороны, протягиваю, и 7 с другой. 5 плюс 2. 5, 1, 2. Так, разворачиваю варежки. Спицы смотрят друг на друга. Дальние петли, ближние петли. Теперь ввожу нить и продолжаю вязать, пока по 14 петель на каждом пальце. Первая лицевая, все последующие то же самое. Те петли, которые я подняла, нужно провязать скрещенными, то есть не за ту стенку, когда образуется отверстие, а за ту стенку, когда петля у основания оказывается перекрещенной. Здесь то же самое. И ввожу новую нить для другого пальца. Тоже лицевые, по возможности перекрещенные, чтобы не было отверстий. Сейчас по пальцам провязано одинаковое количество рядов, по 13. Длина пальца около 6 с небольшим сантиметров. Начинаю закрытие. Можно померить изделие. Полотно пальца должно практически сомкнуться. То есть закроется он достаточно стремительно. Убавки будем делать в каждом ряду. Сначала по аналогии с основной частью первую петлю провязываю, 2 вместе с наклоном к центру. Еще одна лицевая, 2 вместе с наклоном к центру и лицевая. Так первый ряд. В каждом последующем тоже делаю по 2 убавления на спице, пока на каждой спице не останется по 3 петли. Следующий ряд сразу начинается с убавлением. Наклон убавлений к центру пальца. В начале ряда лицевая и в конце ряда 2 вместе. Заканчиваю этот ряд по 3 петли на спице и перехожу к закрытию с помощью иглы, точно так же, как и макушку варежки. Я спрятала кончики по аналогии, создав узелки. Теперь возвращаюсь к началу вязания и закрепляю нить здесь. Соединяю ряд и провожу сначала по косе лицевых в одну сторону, подхватывая петли. Потом возвращаюсь по этой же косе по второй половине в другую сторону. Незаметно и очень аккуратно. Подтягиваю эластичность резинки и отрезаю нить под корень. Варежки готовы. Осталось их постирать. Очень аккуратные, с анатомическим пальцем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет много интересных видео. Всем пока!